Николай Карлович Метнер во время своих занятий обычно вел краткие записи. Записи эти были разного характера, обобщающие, но чаще как напоминание самому себе на этапе разучивания того или иного произведения. Метнер настойчиво рекомендовал и своим ученикам сразу записывать свои мысли, возникающие во время занятий. Сейчас записные книжки Метнера дают нам возможность познакомиться с его рабочим организационным процессом, как пианиста, так и композитора, создавшего 62 опуса сочинений. Многие его мысли могут помочь музыкантам найти продуктивные методы для своей работы. Записные книжки Метнера сохранились в виде разрозненных листков, которые иногда даже не датированы. Самые ранние заметки 1916 года, наиболее поздние 1940 года. Все эти заметки объединены в 4 раздела: общие установки в работе пианиста, работа над основными элементами музыкального исполнительства, об упражнениях и мысли о работе композитора. При этом своеобразный авторский почерк полностью сохранен. Помимо самих записок, Метнер, как композитор и пианист, постоянно пользовался в работе некоторыми упражнениями Крамера, сонатами Скарлатти, Хетека Баха, вариациями Бетховена, этюдами Шопена и Листа, этюдами-картинами и прелюдиями Рахманинова. Итак, ниже приведу некоторые понравившиеся мне мысли, которые по сути являлись честной исповедью Метнера перед самим собой и не предназначались автором для опубликования. Так, в одном из разделов он рассказывает о своем живом отношении к мертвой материи, которую он хочет непременно одухотворить. Итак, цитата. «Инструмент никогда не уступает насилию. Контакт с инструментом достигается более ласковым и тонким обращением с ним». Или еще одна цитата. «Добиваться во что бы то ни стало, даже на моем свинцовом Стейнвее, красивого звука, дольче, легато и даже в упражнениях». С этим своим Стейнвеем Метнер находился в общении, словно живым существом, называя его то грубым, бешено строптивым животным, то просто скотиной, и после раскаивался в своем поведении, приказывая себе никогда не расстраиваться плохим инструментом, а стараться давать наилучшее, что можно извлечь из каждого инструмента, и не рыпаться. В разделе об общих установках в работе пианиста Метнер советует сам себе. Во-первых, посадка и ощущение нутра, детендер. Помнить об искусстве, то есть о силе, быстроте только, но и о пластике, грации, об экспрессии, даваемой без напряжения, при абсолютной вольготности самочувствия. Отделывать целые куски, фрагменты пьес в смысле звука и пластики. Играть больше слушая, закрытыми глазами, тогда пальцы больше повинуются. Быть слушателем, к черту эмоцию, судорогу, волю и так далее. Помнить о главном содержании, как в вертикальном разрезе, так и в горизонтальной линии. Чем труднее место, тем спокойнее, невозмутимее должно быть общее состояние организма исполнителя. Слухом вытягивать желаемую звучность. Работать преимущественно без педали. Всегда помнить о паузах, вздохах, хотя бы мгновенных молчаниях. Без этого музыка превращается в хаотический шум. Каждый акцент или удар с темпераментом делает это грубое животное бешено строптивым. Чем больше равнодушия, тем лучше работает эта скотина. Учить художественные волны, а не отдельные ноты и фрагменты. При утомлении браться только за медленные, певучие и легкие пьесы, на которые всегда не хватает времени. Закрывать глаза, слушать, слухом выправлять звук, а осязанием – пластику движений. И слуху, и осязанию мешает зрение, в особенности, если глаза устали от клавиш. Когда нужно только форте, не играть фортиссимо. Соблюдать экономию силы. Стараться вслушиваться в совокупность всех голосов, всей вертикальной линии.
а также вслушиваться, всматриваться в перспективу горизонтальной линии, то есть овладеть нарастаниями и уходами. Перед исполнением, то есть накануне концерта, оставить грубую гимнастику и тренировку. Не доводить руку и слух до утомления. Перед концертом играть все спокойно и ровно, но дать свободу мысли, воображению. Свобода жеста и воображения. Не утомляться перед концертом педалью или слишком крайними темпами. Все без педали и в среднем темпе. Все концентрично, цельно и во всем спокойная власть. Никогда не расстраиваться плохим инструментом. На все плохие рояли не наплачешься. Стараться давать наилучшее, что можно извлечь из каждого данного инструмента, и не рыпаться. Не мучить пальцев, бедных животных, больше свободы, меньше рефлекса. Почаще проигрывать целиком пьесы, выдержка. В технической работе чаще менять звук. В разделе с мыслями о работе композитора Мэтнер советует сам себе следующее. Не заниматься долго над одной и той же деталью. Детали часто отвлекают от цели. В случае же утомления главной работой непременно заняться другим. И так как это делается ради главной цели, то это будет только на пользу. Не следует же отрываться от главных занятий не ради них, а случайно. Необходимо иметь список текущих дел, главных и побочных, записывать в специальную книжку. Главное – быть всегда занятым. Побочными занятиями являются чтение музыкальных и литературных произведений, делать выписку в специальную тетрадку, игра на фортепиано, корреспонденция и запись мыслей, ликвидация незаконченных произведений, разработка и приведение в порядок рукописей. Стараться, возможно, скорее определить свою пригодность или непригодность в творческой работе, ибо длительное напряжение в этой области, если оно бесплодно, делает человека непригодным уже и ко всякой другой работе. Воображать, представлять вещь, как во сне, в завершенном виде, как бы уже написанной или исполняемой. Воображать, вылезать воображением из своего окружающего, обыденного, раз оно не располагает к творческой работе. Мы, в сущности, не меньше, чем дети, нуждаемся в игре в лошадки, в куклы, то есть в постоянном временном нарушении, измене так называемой действительности. И если разучились это делать, то главным образом из-за смешного преувеличения почтения к так называемому реальному или по-детски настоящему. Повторение по существу есть наиболее нежелательный множитель в форме. Но и оно, взятое вариационно, то есть в развитии, в сокращении, в изменении, способно дать новое освещение сказанному и тем способно содействовать развитию и росту формы. Образы, линии и жесты. Представление о каких-нибудь образах, графических линиях или жестах способно иногда вывести мысль из тупика или шаблона. Мыслить не только темами и мелодиями, но и гармониями, модуляциями, пассажами, ритмами и так далее. Краткость. К вылившемуся непосредственно как можно меньше прибавлять от себятины. Лирическое стихотворение только тогда и есть таковое, когда оно в целом вылилось непосредственно. Как бы много автор потом и изменял, это должно касаться только деталей, а не целого. Думать в темпе. Помнить. Выбирать работу соответственно пульсу данного дня. Один день пульс бьется бодро, энергично, и тогда не браться за тему созерцательного, спокойного характера. Точно так же не браться за бодрые живые темы, когда пульс бьется слабее и клонит к созерцанию. Побольше разнообразия в изложении тутти и соло партий, в изложении оттенков и движений, диалогов и пауз, рельефов голосов и рельефов акцентов дублировки, разнообразие и свобода в пользовании регистрами, разнообразие в изложении, разнообразие в уходах и нарастаниях. При отсутствии надлежащего подъема сил, настроенности души, заниматься сочинением
только по утрам до первой трапезы. Побольше петь и дышать. Развивать в себе графоманию. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!